Всем привет, друзья! С вами Арсений Сеня-Треноженко, карта Cobblestone, еще один видеогайд, посвященный старому доброму уже Cobblestone'у. Здесь, в принципе, нового пока что ничего придумать я не смог, но решил показать вам, как нужно играть с пистолетами в руках, в пистолетном раунде, естественно, за КТ. Дело в том, что большой проблемой... Ой-ой-ой, кто это такой здесь пришел? Это старый добрый бот мой натопал. Итак, испугался я. Пистолетный раунд. В пистолетке все могут играть с пистолетами P2000 или USP, и, естественно, они дефузы на команду желательно. Одного человека нужно оставить у нас на апленте. Естественно, он должен подойти или на центр. Желательно вот здесь аккуратненько проверить, понять, что происходит. Если нет никого, соответственно, предупредить тиммейтов. Если есть, отойти поглубже. Отойти и не умирать. Задача человека на апленте играть только на чек. То есть давать информацию своим тиммейтам. Но еще раз хочу подчеркнуть, ни в коем случае сразу же не погибать, потому что это важно. То есть лучше уйти, отдать полностью апленд, не сделать никаких киллов, но при этом не умереть. И потом быть полезным. И особенно, если у вас, например, дефузы. Ну, лучше, конечно, этому человеку не давать дефузы, потому что в любом случае он играет агрессивно. Изначально, я напомню, или на центр нужно идти, или, конечно же, можно пойти в боковуху. Например, подбежать сюда, на шифте, аккуратно прочекать. Вдруг здесь никого нету, можно пойти немножко дальше, дальше немножко проверить. Но здесь, опять же, все нужно чекать попиксельно. То есть проверять все возможные точки, потому что крыса, в принципе, может сидеть, ну, например, за вот этим углом. 4 человека, которые идут на Б-плент, они являются основной силой в этом раунде. И я бы крайне не рекомендовал заходить в дроп-рум, потому что глоки, которые падают в секретку, скорее всего, по статистике, чаще убивают в этой позиции. Соответственно, вот так вот с P2000 лучше не чекать, потому что, скорее всего, вы погибнете. Поэтому я бы рекомендовал одному находиться в коннекторе человеку, вот в этой позиции, да, играть пассивно, например, на чек, тайминговый такой. То есть вот так вот стоишь под углом и ждешь, пока сюда прыгнет кто-нибудь. Прыгает, ты его убиваешь. Не прыгает, можешь сам выйти отстрелить. Но желательно просто дождаться. Один же человек стоит где-нибудь за скалой, вот на такой позиции, или крысе тоже слушает. Один человек в курятнике, может прятаться и смотреть тоже дроп-рум. И один человек, соответственно, на пленте. На пленте чекает вот таким вот образом выход. Или таким, или вот таким туда вдаль и так далее. То есть этот дефенс, он больше пассивный. Он пассивный, и, соответственно, если выйдут на Б-плент, скорее всего, вы за счет количества и за счет того, что позиции довольно нестандартные, то есть это не прямая перестрелка лоб в лоб, а, скажем так, более глубокий дефенс, вы заставляете атаку выходить на себя, то есть как бежит террорист, да, он там падает в секретную комнату, например, такой, идет раш, он так падает, так, никого нету, что дальше, побежал дальше, так, здесь кого-то должен убить, и тут, так, вот здесь самое тяжелое для террориста, правильно? То есть террорист понимает, что где-то здесь может быть чувак, на пленте, в курятнике и за скалой, соответственно, ему здесь несколько точек нужно проверить, и он такой выбегает, оп, и сразу чувак из курятника начинает по нему стрелять, ну а дальше подключаются тиммейты. Дальше перезарядка, и чувак из курятника старается отслить мейн, помогать вместе с вот этим чувачком. Кстати, можно немножко по-другому сыграть. Например, на пленте человек смотрит секретку, а человек из курятника смотрит даль. И если нужно, он тоже разворачивается и помогает. То есть вот здесь стоит, контролит, например, вот на такой позиции. За счет, опять же, дальняя дистанция. P2000 это пистолет дальних дистанций. И как раз-таки эту вещь нужно использовать в этом пистолете. То есть Глок против P2000 на дальней дистанции. На средней и ближней Глок, скорее всего, вас перестреляет, если вы не супер крутой стрелок, если вы сразу не будете вырубать. Но P2000 на дальней дистанции шансов у вас, конечно же, больше. Дальше. Если это А, друзья, тогда вы все срываетесь. Причем один в курятнике может немножко похалдить. Но опять же, если вы заметили бомбу, скорее всего, можно всем сорваться. И тогда уже все вместе, через балкончик, под одну флешечку, вы начинаете хелпать. И тут-то настало дело вашего главного человека, который, скорее всего, прячется где-нибудь здесь на пленте. Пока он здесь на пленте,
вы можете ему помогать. Вы можете занимать оборону, вы можете падать с балкона, занимать машину и стараться делать выбивание. Но тут уже, скажем так, все зависит от вашего скилла. Но поверьте, на Коблстоуне такая модель дефенса, она намного лучше, нежели вы просто будете делать дефолт и пытаться вдвоем-втроем принять 5 глоков, бегущих на вас, флешащих, рашащих и так далее. То есть лучше вместе принять какую-то точку, потому что карта большая, и по одному здесь сыграть крайне тяжело. А вот угадать и как-то постараться сыграть вместе сообща, это намного эффективнее. С вами был Арсений, сегодня Треноженко. Надеюсь, гайд вам пришелся по душе. Пока-пока.